Привет, друзья! Печенье хворост. Многим знакомо еще с детства. Сегодня довольно сложно встретить в продаже хворост. Выпечка этого печенья при этом занятие несложное. И испортить продукты сложно, так как получается даже у новичков. А понадобится только яйца и мука. Яйца разбиваю в глубокую миску. Кладу соль и сахар. Добавляю немного водки. А водка нужна нам, чтобы убрать запах яиц, и она придаст еще пузырчатость этому хворосту, легкость и воздушность. И еще при жарке не будет пены от яиц, и, конечно же, водка продлевает срок хранения. Перемешиваю яйца и добавляю муку. 2 приема. Замешиваю очень тугое тесто. Чем плотнее тесто получится, тем меньше оно вберет в себя масло при жарке. На 4 крупных яйца у меня ушло ровно 450 грамм муки. Собрала тесто в комок плотный и убираю в пакет. Кладу тесто в холодильник минимум на час. Пусть прохлаждается, как и мой кот. Затем делю тесто на 2 части, так будет легче раскатывать пласт. Сначала формирую гладкий ровный шар и придавливаю тесто в лепешку плоскую. Присыпаю стол мукой при необходимости и давлю сначала тесто кулаками, то есть кулачками. И потом, как обычно, я имею в виду, как наши бабушки, раскатываю тесто скалкой, очень тонко. Если есть у вас станок такой, машинка, лапшерезка, то будет очень даже быстрее и удобнее, конечно. В общем, чем тоньше, тем лучше и будет больше по количеству хвороста в итоге. Раскатала я тесто меньше, чем 1 мм. Разрезала на полоски шириной 3 см. Собираю полоски по 4-5 штук примерно и режу наискосок в виде ромбика. Делаю небольшой надрез посередине ромбика. Затем беру один конец и подворачиваю через надрез и вытягиваю слегка кончик. Конечно, можно просто и так оставить и прожарить хворост, но мне хочется сделать это печенье как надо, то есть не лениться и уделить время для красоты хвороста дополнительно. Перед жаркой хворост лучше просушить хотя бы час. А жарю я на раскаленном растительном масле. Масла должно быть достаточно много. Кидаю хворост аккуратно в масло, понемногу, так как печенье увеличивается в несколько раз. Желательно, слегка не торопясь, помешиваю хворост, чтобы он равномерно прожарился до вот такого румяного цвета. Посмотрите, обжариваю последнюю порцию хвороста. Масло практически как было, так и осталось. А получилось вот таких 2 больших подноса хрустящего печенья хворост. Посыпаю сахарной пудрой обильно, только тогда, когда хворост остынет полностью. Такой воздушный ароматный хворост порадует всех любителей сладкого. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и не забывайте писать свои отзывы. С вами была Наталья. Пока-пока!